Всем привет! Сегодня хотелось бы посмотреть вот такие здоровские самые крохотные фигурки Фанка. Это относительно новый релиз. Они просто какого-то супер крохотного размера. Вот, мне кажется, на фотографиях как-то это немного непонятно. Если вот сравнить фигурка Фанка, вот мини-фигурка и вот новые фигурки. То есть даже сама коробочка такого размера, а фигурка еще меньше. То есть они такие крохотные и супер милые. Хочется прям посмотреть и сравнить размер уже. Вот их можно из коробочки вытащить и посмотрим поближе. Вот тут прямо небольшая коллекция. То есть есть 4 коробочки с набором вот таких персонажей. То есть 1, 2, 3, 4. И вот эти вот секретные персонажи, которые спрятаны вот здесь. То есть посмотрим, что попадется. Я бы очень хотела, конечно, либо Хедвига, либо Феникса, но все остальное тоже подойдет. Кстати, я когда выбирала, какой из наборов взять, показалось довольно странно, что тут в стандартном наборе 2 Малфоя. Это довольно интересно, хотя Гарри тут только один. Именно вот этот набор я выбрала, потому что тут есть Гарри с Хедвигом уже, таким вот супер крошечным и милым. Добби и Малфой как дополнительный персонаж. Можно будет поставить вот такой красивый дисплей, то есть там прозрачная вот такая форма, и они друг на друга могут поставиться. Но у меня одна коробочка, так что можно будет сложить просто в одну линию. Сейчас немножко рассмотрим упаковку. Тут вот спрятан секретный персонаж. По бокам вот есть иллюстрации персонажей, которые не обязательно в этой коробочке. Описание всей коллекции. И тут также еще иллюстрации. Коробочка довольно большая, потому что, я так понимаю, здесь вот как раз дисплей вставлен. Ну и чтобы она совсем крохотная не была, я думаю. Давайте открывать наконец-то. Надо осторожно открывать, потому что здесь хоть и спрятано, но я на видео видела, что там сверху заметно, что это за персонаж. Так что я постараюсь очень аккуратно достать, чтобы самой не заспойлерить, кто там сразу же. Здесь вот нужно осторожно, вот видите, прямо сверху будет видно, кто тут. Так что я пока достану аккуратненько. И снизу, скорее всего. Так что тогда я закрою рукой пока. Так, я не смотрю. Давайте его отложим. В конце видео посмотрим хорошенько, кто там. Сама коробочка выглядит вот так. Вот это дисплей, который держит всех 4 персонажей. И вот как раз их можно друг на друга поставить, и будет такой небольшой шкафчик. Тут вот логотип Фанка. Сами персонажи. Давайте начнем с Добби. Вот они вот такие вот супер крохотные. Очень интересно. То есть прямо полностью копия упаковки. Все на месте, вся информация. Очень здорово. Смотрите, Добби с носочком. Очень милые. Так, и я знаю, что они как... вот, они очень легко достаются. И вот он вот такой вот просто супер крохотный. Смотрите, какие здоровские детали. Кажется, хорошая прямо форма, все, то есть вот прямо и уши, и даже вот носик торчит, все очень здорово. Аккуратные глаза, ничего, краска нигде не съехала. Вот супер крошечный носочек. Здорово. Так, Малфой. Давайте рассмотрим коробку сначала. Здорово. Так, и сам персонаж. Вот он тут с палочкой. Тоже покрашена одежда. Лицо все аккуратно. Ничего нигде не съехало. Очень здоровские, просто супер крохотные фигурки. Так, они так держатся, ну, могут выпасть, судя по всему. Давайте посмотрим коробочку.
Так, тут оборот у всех одинаковый дизайн. Здорово, что так вот сбоку можно смотреть прямо. Супер миниатюра. И вот Гарри. Посмотрите на просто супер крошечного Хедвига. Даже у него глаза и носик, все покрашено, все видно и понятно. Даже шарф в 2 цветах. Размером они, получается, вот 2 сантиметра. То есть просто супер крошечные. Очень красивые. Давайте посмотрим, что попалось. Можно высылать магию в виде лайков к этому видео, чтобы нам попался Хедвиг или Феникс. Я открываю. Я пока не видела, что там. Так, и... Офигеть, какой же красивый Хедвиг. Ну, или Букля. Вот это да. Ваша магия на этом канале точно работает. Вот это да. Она такая милая, здорово. Она точно у меня на столе поселится. Очень красивая фигурка. Смотрите, текстурная. Все перышки видно. Очень здорово. Очень красивая. Давайте сравним с Гарри. Вот тут получается у нас 2 Хедвига. Вот такой вот супер-супер крошечный. И вот размера Бити Боп тоже. Я очень рада, что она попалась. Так, по-моему, мы не рассмотрели коробку еще. А вот здесь, кстати, другой дизайн коробочки. Да, получается, тут вот темный такой дизайн, а тут более стандартный белый. Дизайном газеты ежедневного пророка. Вот такая вот здоровская коллекция. Вот, мне кажется, 2 вот эти фигурки просто супер здорово вместе стоять. Получается, довольно забавно совпало, что это Гарри, питомец его, и Малфой, и тоже его как бы старый эльф. Тоже не питомец, конечно, но они явно знакомы. Очень довольна, что попалась. Очень здорово. Коллекция коробочек выглядит вот так. Мне очень нравится, что они сделали и упаковку, как бы такие настоящие миниатюры. Полностью с упаковкой. Очень интересно выглядит. Давайте поставим их в дисплей. Они там как-то особо не крепятся. Но, наверное, можно посадить на небольшой двусторонний скотч. Вот так вот здорово стоят. Вот отлично на полочку поставить и будет радовать глаз. Теперь самое интересное. Давайте сравним размеры, потому что мне очень интересно, насколько они прямо меньше. Самую стандартного размера фигурку Фанка. Потом мини-размер. Это, я так понимаю, и такой же размер у брелков. И вот Бити Боб. Они вот получаются аж в 2 раза меньше примерно мини-фигурок. Они прямо супер крохотные, если сравнить с стандартным размером. Для интереса я хотела сравнить с фигурками из Киндера. У меня есть очень интересные видео распаковки киндеров. Я их прикреплю, тоже заходите. Здоровские распаковки получились. Это вот новая коллекция, которая только совсем недавно вышла, Квиддич. А это самая первая коллекция, прошлогодняя. То есть вот они где-то в 1,5 раза меньше, чем вот эти фигурки Фанка из Киндера. Еще мне было интересно сравнить их с фигурками Лего. То есть это вот эти это стандартные фигурки, а вот эти фигурки как бы помладше, то есть у них вот более короткие ноги. И получается вот они где-то в 2 раза меньше, такие совсем крохотные. А вот здесь вот почти по плечу.
Здесь размер, наверное, практически, ну, практически подходит. То есть Гарри мог бы взять такую буклю себе на руку в теории. Хотелось показать вот эта супер маленькая, супер милая фигурка Нюхлера, которая из Лего. Она супер маленькая, мне очень нравится, такая забавная. Хотелось сравнить. Смотрите. Все-таки они чего-то побольше бывают. Еще хотела поделиться находкой. Я нашла вот такую вот подставку именно для Бити Поп в форме Хогвартса. То есть какая-то безумно красивая штука. И плюс еще и 2 эксклюзивные фигурки к ней дается. Вот Полумны и Дамблдора. Вот Полумну такую получить, конечно, очень здорово было бы. Если расставить все фигурки, вот они выглядят примерно вот так. Вот Хедвиг наверху просто супер мило выглядит. В продаже я его не нашла вообще нигде. Вроде как пишут, что он выйдет в конце года, но еще непонятно. А еще нашла, что эти фигурки можно покупать прямо по отдельности, вот в таких пакетиках-сюрпризах. Но, конечно, выгоднее, мне кажется, покупать набором. Но тут, наверное, может что-то, может быть, эксклюзивное попасться. Просто безумно рада, что мне попалась букля. Спасибо за вашу магию лайков. Подписывайтесь, много всего интересного я запланировала. Будем смотреть здоровские фигурки Гарри Поттера и не только. Скоро увидимся. Офигеть. Она такая милая.